Добрый вечер, мои дорогие, с вами ваша Сия. Сегодня у нас предсказание на 3 вариантах. Это первый, второй, третий вариант. Выбирайте. Тема расклада прикольная у нас. Кто над вами смеется, стебется и завидует в тайне. Из зависти стебется и смеется, но в тайне завидует. Кто это? Не забывайте, друзья, пожалуйста, подписываться, ставить лайки, писать комментарии, нажимать на колокольчик, делиться видео. Заходите на мой канал в Бусти. Там для вас много эксклюзивных видео, которых вы нигде не увидите, кроме Бусти. Так что заходите, подписывайтесь, под видео есть ссылочка. А мы с вами начнем с первого варианта. Первый вариант — горный хрусталь. Кто же над вами стебется, смеется, а в тайне вам завидует? Что это за человек? Разберемся. Кто же это? Это тот человек, который уже давно за вами наблюдает. Может этот человек за вами через соцсети наблюдать, или на работе за вами наблюдает. Если у вас есть соцсети, может разглядывать ваши поездки, путешествия, там, праздники, которые вы выкладываете, или там поход в ресторан, в бар. Здесь по ночам что-то человек просматривает. Еще что-то есть? Ну и этот человек экстремал. Не спит по ночам. С кем-то переписывается, общается в соцсетях с кем-то. Вот может о вас рассказывать что-то, докладывать какую-то информацию. Но этот человек, скорее всего, вы к нему нормально относитесь. Эта женщина, скорее всего, вы к ней нормально относитесь. Ну как, по-мирному. И, кстати, этот человек даже хвалит порой вас. Хвалит, вот комплименты делает. Восхищается вами, но за вашей спиной кому-то информацию о вас рассказывает, докладывает, но стебется, знаете, смеется, вот обсуждает, но в тайне вам завидует, потому что вы, скорее всего, вот социальный человек, вы общительная личность, вы привлекательная личность, вами восхищаются, особенно мужчины почему-то. Вот здесь больше мужчин, да. Вы легкая на подъем. Если вы женщина, то вы привлекательной внешности, страстная натура, таинственная вы. Вот какая-то тайна в вас есть. А вы тут еще хорошо зарабатываете. Кто-то из вас тут зарабатывает даже, может быть, в валюте. Это евро, доллары или какая-то другая валюта, да. Вы себе можете позволить путешествия. Но здесь женщина светловолосая за вами наблюдает. И информацию передает и о мужчине здесь. Да, да, да. Ну, здесь прям, знаете, если это ваша подруга, знакомая, здесь прям все рассказывает. Даже если мужчина живет где-то на расстоянии, то они переписываются, созваниваются. И женщина прям вот все рассказывает, всю вашу личную жизнь. Все вот прям обнажает все. Вот даже если вы что-то
тайное ей рассказываете, видите, что-то тайное. Если вы ей рассказываете, то она передает все это. С кем вы общаетесь, кто у вас там сейчас, с кем вы в отношениях, да, там, какую одежду вы покупаете, сколько зарабатываете, на отдых вы ездите. И не только мужчине, здесь еще и какой-то женщине рассказывает. Даже они до того доходят, что они обсуждают вот части вашего тела. Вот даже такие вещи. Вот там поправилась, потолстела, похудела, да, да у нее там, допустим, широкие бедра, короткие ноги, вот что-то такое. На самом деле вы тут очень даже привлекательная личность, да. Вы можете быть и бизнесменшей, вы можете быть, имеете свой бизнес или работаете в IT, может быть, у вас работа связанная, может, вы босс какой-то компании, руководитель. Вы довольно-таки тут хорошо одеваетесь, носите классическую одежду. Вот тут у вас даже горло закрыто. Вот. Если бы вы узнали, то бы вы сразу дали отпор. Вы не тот человек, который будет молчать. Вы умеете ставить людей на место, но это все происходит в тайне. Не знаю, для кого эта информация. Но здесь что? Здесь вам нужна чистка, потому что вот этот негатив уже наслоился, да, как-то. Вот этот негатив, это как пробой, да, энергетический пробой, который мешает вам двигаться вперед. Здесь какие-то застои начались, потеря энергии у вас. А как с деньгами? Вот здесь, допустим, если вы раньше ездили там в командировки, да, там за границу, да, или вы закупки какие-то делали в Турции, там, не знаю, в Египте, в Китае, в Индии, то здесь, видите, уже нет заморозка, да, остановка произошла. Здесь нет такого продвижения. Здесь какая-то остановка, да. Если вы на отдых раньше ездили часто, то сейчас уже это не ездите, остановка, да. Здесь как этот негатив влияет? Этот негатив, застой у вас из-за этого нет движения, да. А вы человек, который постоянно был в движении, много путешествовал, ездил, общался. А сейчас застой, зима, да, застой, заморозка такая. Нет уже той удачи. Ну, здесь у вас завистница, это женщина. И вот эта женщина как раз-таки и общается с этим мужчиной. Знаете, как игра, знаете, она самоутверждается, она подсмеивается, что-то рассказывает, смеется, стебется. А в тайне-то она вам завидует. Вот. И вот эта энергетическая грязь вот так вот замораживает ваше продвижение. Так. Я хочу задать вопрос. Вот она рассказывает мужчине и женщине о вас рассказывает. Я хочу задать вопрос, а зачем эта информация нужна для этого мужчины? Ну вот мужчина здесь, по-моему, помоложе вас возрастом. Мужчина такой любитель, знаете, любит такую одежду, может любитель ходить по клубам, может он бармен. Нет, ну я бы не сказала, что он бармен. Скорее всего, любитель
бары, клубы, пабы, вот такие заведения, может быть, кальянные. И вот он, тут здесь младше вас по возрасту, скорее всего, у него темный цвет волос, может быть, волнистые волосы. Ну, то, что темный цвет волос, это точно. И может быть вот это любитель быстрой езды, мотоциклы, там, машины-то скоростные, да. Вот зачем он эту информацию о вас? Ну, он хочет вам отомстить. Здесь, видите, травму хочет вам нанести. Мужчина что-то делает, да, что-то делает за вашей спиной. Здесь, видите, здесь пробой в вашу спину, прям в спину мечи, да, ножи. Смотрите, 2 самолета. Вы можете находиться с этим мужчиной на расстоянии, в разных городах, например. Да, когда-то раньше он, может быть, у вас было общение с этим мужчиной, и вы даже считали его, ну, как защитником, что ли, поддержкой своей, вот. Он прислушивался к вашим советам, понимаете? Он как медведь, а вы как змея мудрая, да? Вот, он как-то прислушивался к вашим советам. Здесь какое-то общение было. А сейчас у вас нет общения. А вот мне интересно, что женщина, вот она еще рассказывает какой-то женщине о вас. Давайте посмотрим, что женщине, почему она рассказывает женщине еще какой-то. Здесь 2 человека. Она рассказывает мужчине и еще какой-то женщине рассказывает. Ну, может быть, эта женщина сирота, да, или вот такая сиротка, жалуется, может быть. Смотрите, эта женщина может жаловаться той женщине, которая на вас рассказывает. Здесь какие-то жалобы идут. Да, вот здесь жалобы. Такая, как сиротка плачется, что-то рассказывает, да, но это все обман, видите. Так и карта называется, обман. Вот это вот она ей плачется, жалуется на вас, капает что-то здесь ей. Стебется над вами, да, подарок, да. Ну вот она жалуется, что вам какие-то подарки идут, у вас какие-то встречи, может быть, романтические, свидания, может быть, есть, или просто, может быть, партнер или там дети, внуки делают вам подарки, вот, а у нее и она как сирота, ей никто не помогает, никто не поддерживает. Вот здесь не то, что стебется, здесь как будто жалобы на вас идут, да, но это обман. Она может считать вас жадной, вы не хотите с ней общаться, да, вот такая тоже может быть информация. Но я не вижу здесь порчи пока. Давайте проверим. Вот эти 2 человека, которым эта женщина стебется, да, рассказывает что-то о вас. Эти 2 человека, они делают какой-то негатив, идет ли какой-то негатив, да, вот от мужчины, да, здесь ножи отомстить хочет, да, а порча какая-нибудь есть от этого мужчины? Хозяйка кладбища, здесь есть негатив, видите, хозяйка кладбища, здесь негатив есть, да. Воздух, здесь какие-то молитвы, заговоры, ключи подбирались, чтобы вам навредить, да. И опять прорыв. Здесь какой-то ритуал проводили с ключами на кладбище, чтобы за счет вас получить прорыв. Да, здесь был негатив. Это месть, да. Это, скорее всего, что это может быть за ритуал? Да, это может быть для себя прорыв, для вас, как вот здесь, замедление, остановка. Это похоже очень сильно на стяги, крадники.
Давайте посмотрим вот этой женщине, которая она жалуется и рассказывает, что она сиротка, да. Ну, знаете, она здесь тоже привязки к вам делает. Это, да, и через сексуальную чакру, да, привязки делает. Вашего здоровья, женского здоровья. Смотрите, вот это, которая рассказывает вот этому мужчине, вот этой женщине, она делает привязки сексуальные, да. Есть сексуальная привязка, вампиризм. Вот тянет ваше женское здоровье. А сама, это вот мы спросили, смотрите, есть у вас враг, который, женщина это враг, который общается здесь с мужчиной, может быть, через соцсети, через интернет, по скайпу, здесь общается, он на расстоянии находится. Вот, враг. Я спросила, он магичит или нет. Есть еще женщина, но эта женщина не на расстоянии. Тоже общается с вашей завистницей, да, сплетничает. Но она как сирота жалуется, да, но той женщине, которая она о вас рассказывает и жалуется, та женщина тоже привязка есть, да, сексуальная привязка женского здоровья. А вот та сама женщина, которая рассказывает всем, вот что она что-то делает вам, она использует магию против вас. Ну, она тоже как сущность, да, подпитывается от вас энергией. И, скорее всего, были какие-то подклады с ее стороны. Да. Ну и тоже энергию с вас тянет. Видите, энергия, подклад – это якорь, да. Инкуб – это сущность, которая тянет энергию. И энергия, да. Здесь вот подклад, на котором есть сущность, или джин, или инкуб, через который здесь вот этот джин, инкуб, он тянет энергию. Он тянет энергию. И это сделала та женщина, которая вот стебется и рассказывает вот этим двум людям. Да? Одному мужчине на расстоянии, а другой, может быть, какой-то вашей родственнице или близкой подруге жалуется на вас. Да? И та подруга тоже негатив делает. И сама женщина, которая все эти интриги разводит, она тоже, видите, подклад. Подклад, на работе стоит сущность, и эта сущность подпитывается энергией. Ой, ну давайте тогда я спрошу, что этим всем людям от вас надо? Чего они к вам привязались? Что им не живется там? А сначала этому мужчине. Ну, мужчине нужно отомстить. Это бывший влюбленный, которого вы, скорее всего, оставили, расстались с ним, и он хочет просто таким образом, он считает, что для вас очень важно вот это вот продвижение, движение, деньги, заработки важны, и он хочет таким образом вам отомстить. Так, вот эта женщина, которая рассказывает, ваша завистница, с которой общается, сплетничает, что ей от вас надо, да? Но здесь силы запрещают смотреть, не буду смотреть. Сама сплетница, которая делает вам подклады, и подклад сделала, и сущность поставила на работу, энергетический, здесь энергию ворует инкуб, да, сущность. Сама она, что ей надо? Инкогнито, да, это тайна, да. А эта женщина-манипуляторша мстит за какого-то мужчину. А мужчина отец. Вот она за это мстит. Вот теперь подумайте, кто эта женщина? Надеюсь, вы поняли, что я имела в виду. Я вот мне прям чувствую, что кто-то меня здесь смотрит, не понял, о чем я вообще говорю. Еще раз объясняю, для тех, кто не понял. Мы сейчас смотрим, кто над вами стебется, кто завидует вам, да, кто
смеется над вами, стебется, а втайне вам завидует, да. Мы поняли, что здесь женщина. И вот мы увидели в этом раскладе, что эта женщина стебется, смеется, сама завидует, но и общается с какими-то вашими общими знакомыми. Это мужчина и женщина. Но вот эти мужчина и женщина, они между собой могут быть незнакомы, да. Они могут знать друг о друге, но они могут быть незнакомы. Мужчина живет на расстоянии, женщина может быть вашей родственницей. А сама вражина, которая смеется, стебется, да, вот она вам мстит из-за какого-то мужчины с ребенком, да. Вот из-за этого она вот эти сплетни разводит, смеется что-то. И у вас с этой женщиной борьба. Но, смотрите, интересно, это она с вами борется, а вы-то с ней нет. У вас с ней мир, вы ей чем-то помогаете, даете советы. Может быть, это ваша подруга или подруга-родственница, или в прошлом вы с ней дружили. Но она как-то получает о вас информацию. Да, мне даже сложно было делать этот расклад. Мне очень хотелось, чтобы вы поняли, что я имею в виду. Сложновастенько получилось. Ну, кому нужно, тот поймет. Я даже сама не ожидала, что мне будет сложно делать этот расклад. Я вас прекрасно понимаю, что здесь сложно понять, кто эта женщина, кто этот мужчина. Но кому нужно, тот я прям почувствовала, вы поняли, о чем я имею в виду. О чем я вообще говорю. Кому-то была нужна эта информация, и она прям необходима, потому что у вас здесь приостановка вашего бизнеса, вашего продвижения, карьерного роста. Здесь остановка прям во всем. Здесь еще есть информация, но я ее не буду говорить. Здесь еще есть информация, что здесь у вас еще был враг, и он какой-то такой национальности. Вот это Индия, Турки, может быть итальянцы, но это совсем другой национальности человек. У вас еще один здесь, вот в этом первом раскладе у вас еще один был враг. Есть враг еще один, который тоже давал информацию о вас, о каких-то деньгах. Он способствовал, помогал кому-то, чтобы, может, вы не получили какие-то деньги. Но этот человек уже ушел из вашей жизни. Он как будто был наемный работник какой-то. Вот знаете, работник какой-то, как будто на вас работал, как будто, может быть, шофер, может быть, какой-то наемный работник. Вот он тоже мог здесь, он не стебался, он конкретно давал кому-то, передавал о вас информацию, что происходит в вашей жизни, для чего это он делал, для того, чтобы ему за это платили. Вот так я скажу. Уж как есть, так и скажу. Этот человек, который какой-то национальности, не вашей национальности. Я вот скажу, меня здесь более европейские люди смотрят, да, а это этот враг, наемный рабочий. Это может быть, я все нации уважаю. Не дай бог кто-то подумает, что я кого-то не уважаю. Для меня все люди любимые дети Творца. Вот, поэтому просто тут карты показывают. Это наемный работник, это Таджикистан, Узбекистан, может быть, Индия, очень на Пакистан даже чем-то похоже. Но этот человек давал информацию за деньги.
Ну вот он просто не европеец, этот человек, и он не богатый, он бедный, это наемный рабочий, это может быть шофер, может быть чернорабочий какой-то, ну не знаю, но вот что-то ему платили за то, что он давал информацию, вот так скажу, наверное, так будет понятнее. Сложно, но объяснила. Так. Ну что, мы двигаемся дальше. Благодарю вас, однерочки. Запутанный, конечно, у вас тут вариант был, но я попыталась все-таки разрулить все это. И мы переходим к варианту номер 2. Двоечки, я вас приветствую. Надеюсь, вы подпишитесь, напишите комментарий, лайк поставите, зайдете на мой канал в Boosty, подпишитесь, порадуйте меня. Всех вас благодарю за то, что остаетесь со мной, за то, что высылаете донаты, подписываетесь. Заранее даже благодарю, кто сейчас подпишется. Тема расклада у нас очень интересная. Кто над вами стебется, смеется, а втайне вам завидует. Вот такой расклад у нас. Так. Кто это? Мужчина, женщина? Кто же это? Наверное, я сделаю немножко по-другому. Не как в первом раскладе. Потому что столько много тогда вылазит людей, тайных врагов. Мне сложно рассмотреть, кто это в тайне, да? Демонстрирует вам, что он ваш друг, а на самом деле в тайне смеется, стебется. И еще о вас кому-то что-то рассказывает, да, передает информацию. А в тайне вам завидует. Но всегда это почему делается? Из зависти. Так же просто бы люди это не делали, да? Есть цель какая-то, отомстить и так далее. Ну что, давайте посмотрим, дорогие мои. Опять. Вот смотрите, опять здесь соцсети. Опять соцсети мне показывают. И 3 подруги. Но здесь 3 подружки собираются. И, скорее всего, у вас есть подруги. Или есть одна подруга. Вот вы с ней дружитесь, а у нее есть 2 подруги еще. Смотрите, это может быть такая ситуация. Меня смотрит женщина, девушка, у которой есть подруга, да. А у этой подруги есть свои подруги, да. И вот здесь, когда встречаются, да, за чашкой кофе, пиво, водки, неважно, или просто такие, знаете, пижамные вечеринки, девчачники, да, где девочки собираются посплетничать да поболтать, да, тусовочки такие женские. Может быть, на день рождения собираются, на Новый год, на какие-то праздники собираются, да, видите, вкусняшки покушать. И они обсуждают вас. Вы, кстати, вот меня сейчас здесь смотрит человек, это очень важный факт. Вы, кстати, можете жить на расстоянии от этих людей. И вы часто приезжаете, привозите им подарки. Вы общаетесь, вот у вас такое, вы, скорее всего, живете в месте, где солнца много. Это может быть Египет, Турция, Индия, не знаю, вот. Здесь вот рыжая, русая и блондинка. А вы, может быть, тоже такой цвет волос имеете, может, часто красите. Но мне все-таки кажется, что у вас рыженцой волосы немножко, да? Или вы светловолосая, русоволосая. Но живете вы там, где солнышка много. А они живут
там, где, скорее всего, больше носят такую одежду, куртки, где прохладнее, да. Вы, кстати, можете работать, королева. Вы, кстати, можете работать, или вы адвокат, может, форму какую-то носите. Может быть, вы, не знаю, блогер, может быть, вы с бумагами работаете, может быть, вы в офисе работаете, но здесь какую-то форму вы носите, вот что-то вы такое одеваете, оно такое классическое, да. Ну, вас показывает человека очень умным, мудрым, вы, скорее всего, зарабатываете деньги не физическим трудом, а головой все же. Ну, здесь собираются вот эти вот подружки, да, и сплетничают, хихикают, обсуждают ваши отношения, вашу работу, вашего партнера, может быть. Если вы расстались, то ваше расставание. Здесь, может, вы на выборе стоите, стоит или не стоит продолжать отношения. Здесь как-то обсуждают ваши, допустим, у вас желания какие-то были, они не исполнились, и тут хихикают, да, мечта не исполнилась. Здесь, может быть, у вас такие отношения качели, или вы с одним партнером расстались, а в другие отношения вошли, да, и тут зависть очень сильная, что вы какие-то подарки, у вас возможности, подарки какие-то есть, да, вот, завидуют, что вы занимаете должность какой-то такой, да, вы человек ответственный, если вы даете, ну, держите слово, вы можете, если вы адвокат, можете поддержать, дать какой-то совет, поддержку дать, да. А скорее всего, у вас есть, даже если съемное жилье, но ваше есть. А может, у вас и не одно жилье. Видите, ключи у вас есть. А может быть, вы часто путешествуете, ездите туда-сюда, меняете цвет волос, прически, одежду меняете. Вот. И здесь, конечно, вызывает зависть, обсуждение там от вашей внешности до ваших отношений. Вот, завидуют то, что у вас есть, исполняются ваши желания все равно. И вы очень изменились. Если вы, допустим, это ваши подруги или ваша подруга, которая сплетничает со своими подругами, то здесь обсуждают, какой вы были. Вот здесь говорят, такая простачка была, ой, выглядела там, допустим, носила джинсы, там, футболку, блин, зашорканных там обуви ходила, блин, неухоженная там, салон там никогда не посещала. А теперь вы погляньте на нее, посмотрите-ка, она еще нам подарки делает. Ой, думает, что мы себе не можем позволить. Здесь вот просто... Даже эти вот, может, ваша подруга даже хотеть приехать к вам в гости, представляете? Вот она так вас обсирает, да, а сама у нее мысли такие бы, она поехала бы к вам в гости, да, допустим, если вы ее пригласили на отдых. Или вот здесь обсуждение, хотя бы пригласила в гости, ну хотя бы не в свою квартиру, я бы, ну, там отель сняла, но она даже не приглашает, вот могут быть такие обсуждения. Или она может проситься к вам в гости, да, вот.
Здесь еще такие разговоры, что вы здесь можете, вы только демонстрируете, что вы все сама. На самом деле вы пользуетесь, допустим, пользуетесь помощью других мужчин. Здесь в тайне по ночам к вам могут приходить мужчины. Вот здесь вот, видите, вы используете каких-то мужчин, а всем, типа, всех пытаетесь удивить, что вы сама, вы такая крутая, вы сами все можете, да. Ну вот такая здесь ерунда какая-то, в принципе. Ну, здесь в голове вас держат, здесь прям вот, знаете, 24/7 думают о вас, да. Ну, вы видите, страстная, активная, привлекательная, можете. Здесь вы недостойны того, что о вас говорят. Как это влияет на вас? Ну, конечно, мед перевернут, это облака и мед. Это, конечно, тоже блокирует вашу удачу, да. Но это кармический ваш урок, да, чтобы вы выбирали друзей, чтобы вы все-таки не рассказывали то, что не нужно знать другим людям, да, чтобы вы научились разбираться в людях и видели, что некоторые люди под сущностями, да, под паразитами, и они вообще сами паразиты, в принципе, да, вот, поэтому им и не везет. Чтобы вы, ну это, понимаете, скорее всего, может, это ваша сестра у кого-то, подружки детства, да, вы с детства знаете, и вы знаете, как обосранных этих людей, да, они паразиты. Ой, еще и мстительные, да, потому что в детстве уже было такое, может, в молодости учились вместе по молодости, уже эти люди как-то вам гадили, подгаживали вам, но вы прощали этих людей, а их не надо прощать. Здесь завидуют вашей внешности, плохо о вас говорят, вампирят вас. Из этого не складывается личная жизнь, да, вот. Обсуждение вас, вашей личной жизни, ваших детей, внуков, у кого чего, да. Эти люди как гиря на вашей ноге. Ну, бояться их не стоит. Это нет, я не вижу такой прям порчи. Здесь в основном, ну, энергетические пробои такие только могут быть, да, и, ну, какое-то время может быть застой из этих людей, да. Ну, давайте все-таки прочекаю вот эту вот женщину, да, ну, вы на расстоянии, вы как бы развилка, вы редко с ней видитесь, но можете общаться через соцсети или, допустим, по телефону, да. Ну что, самонастрой плохой только у вас может быть, а негатив есть, но зависть есть, да, зависть есть, вашей красоте, вашей удаче. Ну, порчи я не вижу. У кого-то это может быть родственница, а у кого-то подруга детства. Ну, это с глаз энергетические пробои. Порча она вам не делает. Это зависть, сплетни, хула, вот что здесь может быть. Это может влиять как на вашу голову, на ваш самонастрой, да. Иногда может быть застой в работе, может быть ссоры в семье. Вот такого прям страшного что-то я здесь не вижу. Вам не стоит даже волноваться. Ничего страшного здесь нет. Все поправимо, и даже если вы это не будете чистить, со временем оно будет слезать с вас. Тем более, если вы часто бываете на море, да, вы купаетесь в соленой воде, находитесь на солнышке, то это будет само по себе постепенно такой негатив, если его не чистить, да, если даже ничего с ним не делать, а вот часто ванну солью принимать, часто бывать на солнце, ходить босиком по земле, да, ну просто, да, молитву какую-то почитать, попить святую воду, даже этого будет достаточно, чтобы избавляться от этого негатива. Но если их много, таких завистников, сплетников,
и хулителей, да, если их много, вот как здесь 3 человека, 4, 5, о вас многие говорят, да, то, ну, как вот, например, актеры, певицы, киноактрисы, у них всегда есть мастер, который чистит, у них есть защита, то тогда в таком случае стоит чистки делать у мастера и стоит ставить себе защиты, чтобы не было застоя, чтобы было продвижение, чтобы удача была, чтобы хорошо складывалась личная жизнь. Ну, вы, короче, поняли. Ну что, дорогие мои, а я перехожу к следующему варианту. Надеюсь, вы оценили мою работу, поставили лайки и напишите мне комментарии. А кто-то даже может поблагодарить донатом. Я шучу, конечно, это только по вашему желанию, если есть такое желание. А мы переходим к варианту номер 3, розовые кварцы. Тема расклада у нас интересная. Кто над вами стебется, смеется, а втайне вам завидует? Кто этот человек? И почему он так себя ведет, да? Кто же этот человек? Кто над вами смеется, стебется, а втайне вам завидует, да? Прям 2 карты еще. Разберемся, не волнуйтесь. Вот сюда почему-то мне такое число пошло 13, 13, 13. Вот здесь уже намного серьезнее. Здесь не просто все, вы из-за этого болеете. 9 мечей, это говорит о том, что здесь кто-то из вас или худеет очень сильно, допустим, нет энергии, вы не встаете. Здесь кто-то из вас болеет, кто-то по ночам просыпается, сущности каких-то видит, да, вам страшно тут даже бывает. Здесь прям, видите, не просто человек лежит, да, в кровати, он испуган, да, ему плохо, он нет энергии, болеет, да, и тут вокруг сущности кишат сущности, да. Ну, кто здесь? Здесь интересно, здесь очень интересно. Кто здесь? Здесь женщина. Здесь женщина, она не одинокая. Женщина темноволосая, скорее всего. Здесь корни какие-то есть, корни. Вот интересно, у нее какие-то корни, ну как, корни какие-то, то ли горная какая-то местность, то ли, ну как-то это не европейское лицо, далеко не европейское. Вот, ну, я бы даже сказала, такие глаза, знаете, у нее как-то вот чуть узкие глаза идут, не такие, или кареглазая она. Вот. А, кстати, у нее супруг, скорее всего, он более русский. Здесь из-за вас вот эта парочка ссорится. Из-за вас она ссорится, эта парочка. И женщина обвиняет мужчину в том, что, ну, подозревает его в том, что он, может, втайне с вами общается, да, может, и вы созваниваетесь, вот, или он предъявляет ей претензии за счет вас. Здесь мужчина может что-то говорить, да, что вы как-то
Нет, здесь он ей предъявляет претензии, что она что-то сделала по отношению к вам. Вот из-за этого вы и болеете, да. Вот, что какой-то обман произошел. Здесь какой-то обман, хотя здесь застолье, общение было, да. Но когда женщина стала подозревать своего супруга в том, что он общается или защищает вот вас, да, здесь женщина против вас, но здесь почему-то мужчина вас защищает, обвиняет эту женщину, свою жену, в том, что она обманула, там, не знаю, подставила. Да, из-за этого вы болеете. Смотрите, 9 и 10, да, мечей. Поэтому вы плохо спите. А весь негатив идет от этой женщины. Да, здесь все связано с деньгами. Здесь финансы, все связано с деньгами, да. Ну, может быть, она у вас в долг взяла, не отдала. И он говорит, да отдай ты ей эти деньги, не бери на душу грех, да, на душу грех. Не обманывай, отдай ей эти деньги. Вот мужчина бы вам отдал, что-то отдал бы вам, а вот она ни в коем случае это не сделает. Здесь даже мужчина в тайне, если она должна, допустим, он мог бы вам выслать деньги, привезти, дать денег. Вот здесь что-то такое, такая информация идет, да. Мужчина, кстати, вот ее супруга, как-то к вам относится душевно, я бы сказала. Но что в чем тут, если даже мужчина к вам неплохо относится, и она подозревает его в чем-то, да, то здесь в чем дело? Она тут связывает мужчину, руки, ноги, закрывает глаза, подбирает ключи к мужчине и, ну как, настраивает его против вас. А мужчина бы хотел поддержать, хотел бы помочь вам, да. Ну вот эта женщина, она не позволяет. И здесь суд, скорее всего, какие-то адвокаты или она адвокатша. Но это связано с судом, да, что-то с судом. Здесь она обманывает этого мужчину, да, вот его супруга обманывает. Он не в курсе всей этой ситуации, всех этих интриг, всех этих подковерных игр, да. Да, мужчина здесь все время один, она что-то крутит, вертит, мужчина постоянно находится один, а она вот крутит, вертит что-то. Вы, скорее всего, женщина водного знака зодиака, рыба, рак, скорпион, потому что королева чаш здесь не выходит. Может, вы одинокая женщина здесь. Может, вы пережили смерть какого-то человека, да, мужчина здесь умер. И здесь по 10 мечей резко, внезапно умер мужчина. Мужчина обеспеченный умер. И после этого у вас тут может дележка имущества, наследство, не знаю. Вы сейчас вспоминаете и понимаете, что... Вспоминайте, как было хорошо, когда был жив этот человек. Вот король Пентаклей – это мужчина обеспеченный, который сам зарабатывает. Но король Пентаклей – это не обязательно, что он пентаклевый. Он, скорее всего, тоже чашевый, любящий мужчина по отношению к вам. В прошлом этот мужчина вас любил, да, но его не стало, резко умер. Что-то произошло, да, и вы долгое время тоже не хотели жить, переживали, а потом здесь какие-то суды начались, и дележка наследства, не знаю, что здесь. Да, вы сейчас вспоминаете и думаете, Господи, видите, вы сейчас думаете, как это все было сложно, да. Ой. Здесь действовали по плану. Здесь по плану действовали против вас. Здесь какие-то люди, какой-то мужчина, который
все прибрал к рукам, что-то, может, если это бизнес был, то он все прибрал к рукам, он знал об этом бизнесе, все было спланировано, Господи, тут все так. А мертвый наблюдал за ним, как он обманывает и все прибирает к рукам. Видите, мертвый наблюдал за этим всем. А вы думали, что все само собой решится. Но здесь потеря какой-то недвижимости, большого дома, скорее всего, или квартиры. Здесь мертвый разочарованный, да, что так нехорошо поступил какой-то партнер. Здесь обмана очень было много. Вот, и мертвый недоволен этими людьми, да. Кстати, тут вот этот мертвый мужчина может преследовать, вот, он накажет тех людей, которые кубок, да, победили, забрали все, вот. Это те люди, которые забрали то, что принадлежало, может, вашему ребенку, может, это принадлежать вашему бизнесу забрали. Здесь победили, понимаете, забрали, да. И вы не понимаете, что вам делать сейчас, да, вы даже из-за этого заболели, да, вот вся мебель, может быть, недвижимость, бизнес, вот кто-то здесь потерял, вот такая ситуация. И вот эти все люди, я вот здесь не могу сказать, что здесь очень многие люди приложили руку, да, поэтому здесь прям кишит куча людей. Здесь не один человек чешут языки, но здесь сейчас, в данный момент, да, вы пострадали, вы болеете, нет энергии, да. Здесь как... Здесь прям еще какая-то магия применялась, да. Здесь сущности какие-то, вот. Потеря энергии, и прям выхода нет, да, вот не знаете, что теперь делать. Здесь проблемы с женскими органами, с деторождением было, и с сердцем была проблема, видите, укол в сердце, кровь, да, проблема с деторождением, может быть, может, выкидыши у кого-то, потеря детей, я не знаю, что-то здесь такое. Потеря бизнеса это может быть. Ну, у всех же все по-разному. Я не могу так все сказать. Это же общий расклад, да. Ну, давайте, мне вот интересно, да, магия была. И здесь не разберешься. Здесь такой кавардак. Очень много людей, которые говорят, обсуждают и по сей день не могут вас забыть. Здесь прям потеряли какие-то... мебель, недвижимость. Здесь даже, может, вы хотели сжечь этот дом или что-то горело там в этом доме. А этот мертвый остался там в доме. Видите, он в доме находится. Но он может и как-то выходить с вами на контакт. Но сейчас, скорее всего, не выходит. Ну, что вам делали? Вам тут развал полный делали. Якорили вот это вашу голову. Здесь какие-то воздействия были на вашу голову, да. Женщина как или мужчина, у которого что-то с одной стороной лица, да. Здесь еще женщина была, вот видите, тут лицо, да, лицо на две половины. Одно лицо как будто бы немое или перекошенное, или ну что-то, инсульт может быть, или какой-то нервный тик, что ли, с одним лицом. И это как якорь, да. Когда она начинает нервничать, эта женщина, бояться, ее начинает... как бы вам объяснить, ее перекашивать, что ли, или трясется она, вот, от страха, как будто, вот если на нее посмотреть, подумаешь, что она боится. На самом деле это не страх, это
Вот эта женщина приносила какие-то иглы. И из-за этих игл вот что-то пришивала, наматывала на иглы, да, из-за этих игл, да, у кого-то болело очень сердце, да, а сейчас она очень боится, да, она ревновала этого мужчину к вам. Сейчас она очень сильно боится, да, что сделку с дьяволом подписала, да, и что она будет наказана за это, что тут кто-то пострадал, тут сердце, видите, закололо сердце, и кто-то мог рухнуть, да, умереть, да, пока скосила кого-то. И эта женщина боится сейчас очень, да, боится. Она с вами конкурировала долгое время. У вас по вине этой женщины, может, были кровотечения, хотя вы чистились. Тут перекрывался финансовый канал. Она часто воздействовала на вас, на ваши отношения. По причине этой женщины вы стали вдовой. Видите, у вас была любовь, были деньги, было все хорошо. Но из-за того, что эта женщина приносила иглы, здесь, скорее всего, супруг умер от сердечного приступа и какого-то кровотечения. Видите, тут кровь еще, да, видите как? И вы стали вдовой. Это все делалось из ревности и из-за денег. Вот такой удар по сердцу пошел. Ну ладно, давайте дальше. Да, это было, здесь привязки были. Вот еще. Ну, что здесь сказать? Вы остались одиноки. Болели тут. Болезнь была. Предупреждения получали. Здесь еще куча завистников. Здесь какая-то ведьма. Видите, еще ведьма. Тоже разозлилась на вас и вам отомстила. Еще ведьма какая-то против вас, ведьма здесь еще, которая живет в собственном доме. Вот, и в окно она смотрит, видит какую-то природу, да. Здесь какая-то ведьма еще против вас. Из-за какого-то скандала, обиды она вам делала на болезнь. Вот, но это кармическая ситуация. Вы жарили соль здесь. Да, здесь еще какой-то пьющий мужчина в тупик попал. Он сейчас пьет. Крадники вам делал. Из-за этого у вас не получается личная жизнь. Здесь очень много людей на вас грязи льют, кидают грязи, очень много грязи, да, из-за этого не складывается новые отношения, это новая личная жизнь не складывается, вы подарки не покупаете, не получаете, да, не радуете себя, у вас деньги сквозь пальцы уходят, вы из-за этого очень сильно переживаете, вот, молитесь, или кто-то из ваших близких родственников за вас молится. Вот, вам нужно бороться, да. Но здесь, смотрите, очень интересно. В прошлом были подклады, да. Подклады здесь были. Подклады еще вам тут приносили какие-то друзья. В ваш дом здесь еще подклады приносили какие-то друзья. Если вы будете мудрее, то вы найдете подарки с подкладами, да. Здесь те люди, к которым вы хорошо относились, парочка, они приносили в ваш дом подклады. Пересмотрите свой дом. И эти подклады могут быть подарками. Они вам подарили подарки с подкладами. Вот. Ну, вы их с любовью к ним, дельфины это дружба, собака, друзья ваши, понимаете? Они вам подарки с подкладами. Вот. А здесь есть родственники, которые за вас молятся, борются за вас. Здесь есть родственники, видите, кто-то молится постоянно, борется за вас. Вот здесь род, видите, род, молитва и борьба. Здесь кто-то за вас борется и молится. Да, какая-то молодая женщина здесь молится за вас. Ну, вот такая здесь ситуация.
Здесь какая-то темноволосая, ну вот на нее похожая девушка, может, ваша родственница, да, родственница младше вас по возрасту, она за вас борется и борется за вас, да, и молится. Может быть, чистки делает и вас чистит. Здесь есть родственница, которая вас защищает. По дельфину, да, это, допустим, вот смотрите, если слон и большой и маленький, да, это старшая сестра, а это младшая. Вот здесь младшая сестра за вас молится, очень мудрая, пытается вас защитить, а ваши друзья подклады вам таскают. Ой. Ну вот такой здесь расклад был, не знаю, для кого эта информация. Вот. Не факт, что прям именно все так, да, потому что это общий расклад, не забывайте никогда. Вот. Но здесь очень большое количество людей. И все тут большие деньги, связанное с большими деньгами. Здесь еще, видите, мертвый мужчина, да, гонит, он не дает вам быть с другими мужчинами. Если это ваш супруг умер, да, то он не хочет, чтобы вы здесь гонит мужчин от вас, пугает их и гонит. Здесь вот этот мертвый мужчина, да, если это ваш супруг, он не дает вам, вот, может быть, это, здесь знаете, почему он пугает этих мужчин, да? Вот, потому что это не те мужчины, которые вам нужны. Это, может быть, он пугает и гонит тех мужчин, которые находятся под дьяволом. Неподходящих мужчин он гонит из вашей жизни. Вот как получается. Он хочет, чтобы у вас была личная жизнь. Он не хочет, чтобы вы были одиноки. Но здесь есть люди, обманщики, которые хотят воспользоваться, может обмануть. Вот. Он хотел бы, чтобы с вами был человек достойный вас, да, и поэтому те люди, которые хотят вас обмануть, он их пугает, гонит. Вот такой интересный расклад. Я даже не знаю, в потоке быстро шла информация. Кому-то, наверное, это срезонирует, для кого-то это нужна информация, если она, блин, так пошла, да. Угу. Ну и надеюсь, вы оцените работу, напишите лайк, комментарий, срезонировало ли вам. Я буду с вами прощаться. С вами была ваша Сия. Ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, делитесь видео со своими друзьями. Буду вам очень благодарна. До свидания, мои дорогие. Пока-пока.